Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на этот апрель 2024 года. Ну что, мои дорогие, красивые, миролюбивые и способные, да? Наступил апрель месяц, который, в принципе, я скажу так, является одним из сложных для вас в этом году, потому что требует решений. Принятие решений, осознанности какой-то, да, то есть адекватного состояния и действий, потому что соблазнов натворить различных дел будет очень много. Начнем с того, что у нас апрель открывает коридор затмений, уже действующий, да, и заканчивается все это добро 8 апреля. Это новолуние, солнечное затмение, начинается новый лунный цикл, и хотелось бы сказать спасибо большое, начинаем идти вперед. Но, ребята, на самом-то деле с этого дня начинаются еще больше сложностей. И здесь, конечно же, понимайте и проживайте все то, что будет с вами, да, потому что я не скажу того, что будет какой-то прям очень сложный такой коридор затмений для вас. Нет, в этот коридор затмений главное принимать, и я бы так сказала, честные, справедливые выводы, да, действия, которые осознаны, основаны на честолюбии, потому что напоминаю, что на момент коридора затмений, в принципе, когда у нас уже будет разъезжаться вот этот аспект, да, у нас Солнце в соединении с северным кармическим узлом, а кармические узлы находятся как раз-таки на оси весов и Овна, да, и, ребята, здесь как раз-таки необходимо принимать те решения, которые справедливы. Справедливы не с точки зрения вашего понимания жизни, а с точки зрения справедливости в мире, основанные на чести, основанные на том, какой вы являетесь партнер, потому что здесь необходимо как бы честными быть. И чем ваши взгляды и решения вот на эту жизнь, на этот мир, в своей жизни решения, они будут справедливые, да, не только все ради себя, а вот по справедливости вообще всего мира, как устроен мир, так, естественно, будет записываться у вас в копилочку кармы все ваши деяния. Я не скажу, что этот месяц будет каким-то принесет какие-то тяжелые, фатальные события для вас. Нет, 8 коридор затмений заканчивается, 10 апреля ретроградный Меркурий становится в соединении с Солнцем, с северным кармическим узлом, и здесь, конечно же, начинается та самая интересная и буйная коммуникация, которая, в принципе, возможна. Да, напоминаю, что у нас в течение всего месяца, с 3 по 24 апреля у нас на небе ретроградный Меркурий, плюс по 3 денечка с каждого конца периода накидываем. Получается, у нас весь месяц ретроградный Меркурий, и этот ретромерк, он в Овне. Поэтому захочется вспылить, захочется поругаться, захочется навести свой какой-то, основанный на своем эго и самолюбии, порядок. Убирайте гордыню, понимайте, что это не те эмоции, которые будут вас вести вперед. Да, конечно, это оголделость, это силы, которые будут двигать, но они будут нести только разрушающий, я бы так сказала, эффект для вашей жизни, потому что здесь необходимо все-таки по справедливости. Весы — это абсолютно справедливый знак, и в идеале, какой он задуман, в принципе, да, каким работает ваше Солнце, какие есть у него напряженные аспекты, зависит от того, насколько нормально и адекватно работает ваше Солнце. Живете вы вообще, в принципе, по своему весовскому Солнцу, или же вы по Солнцу не живете, а живете по Луне, которая у вас находится, например, совершенно в другом знаке, и вы вообще, в принципе, слово справедливость, честь и доблесть расцениваете это как нечто ненужное в этой жизни. И тогда, ребята, конечно, необходимо свою энергию Солнца подтягивать, потому что
Солнечная энергия – это базовая энергия, которая дает и здоровье, и силы, весам дает отношения, финансы в том числе. Без этого не будет у весов той прекрасной жизни, которую вы себе хотите. Итак, 10 апреля соединяется Марс с Сатурном на небе, который... Для вас это связано с тем, дорогие весы, что какие-то прошлые задачки вы сделали, не доделали, или не можете их доделать, отложить. То есть в смысле завершите, да, то есть поступите красиво, поступите честно, поступите по справедливости, отдайте долги, если это финансовые долги, отдайте долги ментальные, если это ментальные долги. В общем, чем красиво вы здесь себя поведете, тем меньше потерь будет у вас в будущем. Не скажу, что сразу там карма настигнет. Нет, ребят, никаких запугиваний. Сейчас просто этот апрель и этот коридор затмений просто записывает все ваши деяния. Ну, грубо говоря, все, что с вами случится сейчас, какие вы решения примете, на основании чего вы их примете, разворачиваться события будут только лишь в 2025-2026 году, потому что сейчас пока этому не время. Но потом, естественно, решить все свои проблемы будет сложнее. Поэтому говорю сейчас, поступайте по справедливости и по чести сейчас. Забывайте обиды, прощайте нелюбимых, потому что вопрос с нелюбимыми и с обидами, он уже прям такой вопросик для вас, который с самого начала апреля, потому что ваш управитель Венера в самом начале апреля в коридоре затмений будет в соединении с Нептуном, а это иллюзии, это когда вы считаете, что это есть так, а это в прямом смысле обман. Снимайте розовые очки, уходите от какого-то надуманного себе мира иллюзорного, включайте честолюбие. Но в коридор затмений вряд ли этого получится, а вот с 8 по 15 апреля, когда как раз-таки Сатурн будет в соединении с Марсом, здесь прекрасное время работать четко, продуктивно, планомерно, я бы так сказала, отрезвиться, да, и как раз-таки Венера откатится от Нептуна и будет такое более удачное и продуктивное время для работы, для вообще ощущения себя. Поэтому, да, я бы так сказала, первая неделя апреля, она будет немножко такая затуманенная у вас, выходите из этого тумана. Вторая неделя апреля, отлично работаете. Еще раз говорю, чем вы будете поступать четко, планомерно, справедливо, идти вперед, отдавать не свое, и масштабировать свое с честью, с благородством и с достоинством, тем лучше будет для вас, тем легче и проще вы будете переживать все трудности, которые ждут вас далее, особенно если вы, да, дорогие, особенно если вы вступаете в такие сложные возрасты 36, 37, 38, 39, 40, когда уже идет разворот как раз-таки кармических узлов, и где необходимо будет решать, делать вывод, осознанный вывод, да, менять свою жизнь, начинать думать по-другому и выходить из того состояния, которое вам не давало жить, работать сейчас, потому что считается до 35 лет это такая астрологическая молодость, когда мы набираемся опыта, когда мы планомерно идем по жизни, но к 40 годам мы должны начать думать немножко по-другому, я бы так сказала, кардинально по-другому, переключиться с нашей жизни по южному кармическому узлу и уйти на северный, да, и это такая очень сложная задача, особенно если у вас кармические узлы в ваших натальных картах находятся там, например, с 9 дома на 3 или же со Стрельца в Близнецы. Пожалуй, это одна из самых сложных кармических задач. Но еще есть с Льва в Водолее. Вот это очень сложно переключиться, потому что здесь необходимо выключить своего внутреннего гения и эгоиста для того, чтобы начать жить по-другому. И, к сожалению, да, но жизнь всегда делает вот так, устраивает такой лабиринт событий, когда все-таки добивается всего, и человек, хочешь, не хочешь, подстраивается в обстоятельства и меняется. То есть жизнь у многих в районе 40 лет, у многих меняется кардинально. Не потому что люди плохие, а потому что совершают не те действия, которые нужно было совершать.
А уж плохой человек или хороший, это уж, как говорится, не нам судить, да, хотя весы очень любят сильно судить, хороший человек или плохой. Ребят, что касается апреля, конец апреля, момент, когда очень серьезно станет вопрос в личной жизни. Да, дорогие весы, знаю, что для вас этот момент очень важен, он очень сильно бередит душу, и здесь, конечно же, нужно понимать. С 15 апреля Венера становится в соединении с северным кармическим узлом, ретроградным Меркурием и Солнцем. Какие-то планеты будут вылетать, но с 15 по 30 апреля Венера все-таки будет в соединении с кармическим узлом. И здесь, конечно же, вопросики, переживания, кто вы, куда вы, зачем вы. Плюсом еще под конец периода. Конец периода это с 27 апреля и уже дальше в май, то есть в май вы войдете с этим энергиям. Ваш управитель Венера будет бит квадратурой Плутона здесь. Сложные душевные внутренние переживания, которые связаны с любовью, либо связаны с финансами. Все зависит от того, какой дом в вашей натальной карте сильнее. И здесь все зависит от того, насколько вы раскачали свою натальную карту. Потому что Венера управляет 2-м и 7-м домом натальной карты. Здесь, конечно же, любовь и отношения, либо же деньги, свои финансы. На что вы потратили свою жизнь на этот момент, что вы вложили в ту или в другую сферу. И здесь, конечно же, Плутон будет делать такую, я бы сказала, глобальную зачистку. Либо пострадают финансы, либо пострадает личная жизнь. И что я как максималист скажу? Я скажу, что необходимо все силы пустить на миролюбивые отношения, на урегулирование конфликтов, потому что у нас весь апрель Меркурий и Венера в Овне, Меркурий ретроградный, и здесь, конечно же, ощущение того, что захочется постоянно ругаться, да, будет не получаться однозначно, потому что 2-я неделя апреля предполагает в работе, в бизнесе хорошие такие успехи, действовать, классно пробиваться, это хорошо. 3-4 неделя апреля будет, сначала Венера проходит северный кармический узел, потом она все-таки в конце апреля меняет знак на Тельца, но здесь Плутон ее поджидает, я бы так сказала. И девчата, ребята, здесь, конечно же, весь апрель, говорю, что с финансами поаккуратнее. Захочется тратить, захочется распылить, потому что огненная Венера и Меркурий захотят все потратить. Не тратьте, сохраняйте, берегите финансы. Даже если вам будут говорить, что необходимо сейчас вот во что-то такое прям вложиться, нужно несколько раз пересмотреть. И я говорю только при личных указаниях в транзитных картах это стоит делать. Если, конечно, у вас особенно проект в долгую, большой проект, тогда да. Что касается еще про ретроградный Меркурий, меня спрашивают: Женя, что делать вообще в принципе в апреле, потому что в апреле ретро-мерк ничего нового не начинает. Ну, я думаю, все то, что вы будете делать в апреле, ребята, вы начали это чуточку ранее, либо вы с этим уже год, 2, 3, 5 лет разбираетесь и все не можете это добить, да, вот эту историю. Если же вы хотите что-то новое начинать, то это тогда 2-я неделя апреля, с новолуния и по 15 апреля. Здесь тогда действуйте, начинайте что-то новое, продуктивное, активное время, в принципе, без иллюзий, без напряженных аспектов. И все действия, которые вы будете проведены вами, там и Марс в соединении с Сатурном, и в секстиле с Юпитером, Ураном. Прекрасное время для пиара, для рекламы, для раскручивания своих талантов, для учения, обучения. В принципе, для поездок в том числе. Хорошая неделя, очень хорошая продуктивная неделя. Что касается вообще, в принципе, учебы в апреле, в ретро-мерк вообще прекрасно учиться. Учите, защищайте свои знания, особенно если вы не можете что-то выучить долгое время. Ретро-мерк идеальное для этого времени. Если вы учите что-то новое, тоже. Знания будут залетать хорошо. Овновский, конечно, Меркурий, он такой располагает больше к тусовкам, да, но если у вас вот знания такие, они достаточно амбициозные, тогда, конечно же, поглощайте их, и будет вам хорошо. Вернемся к концу периода.
Третья, четвертая неделя, третья неделя апреля, она более такая для выводов, для того, чтобы понять, где оступились, здесь что-то сделали не так, где нужно срочно переделать. И нахождение своих ошибок, я не скажу, что это глупость, это классно, ребят. Я знаю, для вас это весы, всегда сложно признать свою ошибку. Будьте как Овен. Вот Овен, противоположный ваш знак, постоянно ошибается. Причем у Овна, вот научитесь у Овна признавать свои ошибки. Это тот знак зодиака, который долбится об стену, понимает, что так, в этот раз не туда попал, значит, надо чуточку по-другому. И вот так всю жизнь, понимаете? Для вас это сложная философия. Для Овна это нормально, тратит бесконечное количество энергии на попытки. И да, каждый раз, здесь был неправ, вот сейчас пойду, начну делать вот так. Знаю, что для вас очень сложно признавать свои ошибки, что вы были где-то неправы, но еще раз говорю, отключите гордыню. Отключите гордыню и скажите себе: да это же я же столько же дней, лет бьюсь об эту стену и не могу понять, потому что сам не прав, я же вот так даже не так делаю. И все. И начинайте делать по-другому. Для этого, собственно, и есть третья неделя апреля, для того, чтобы понять, что вы делаете не так. Хорошее время для этих осознаний. И тогда в четвертой неделе апреля и в начале мая, и вообще в принципе май для вас сложится гораздо лучше и приятнее, с меньшими финансовыми потерями, потому что вас, весов, всегда наказывают и отношениями, и финансами. Поэтому здесь получится сохранить, хоть, конечно же, придется, ну, прям реально побегать, прям реально потрудиться, по-овновски, я бы так сказала, бить в одну точку, да, прям стараться, пыхтеть, что, в принципе, вы не очень любите, да, как воздушный знак, поэтому здесь скажу, мои дорогие весы, апрель месяц создан для вас, да, для того, я бы сказала, по большей части, чтобы научить и показать, что где-то вы ошибаетесь, где-то вы идете не туда, принимаете не те решения. Не скажу, что карма вас настигнет сразу и будет прям очень сложно, печально, особенно если вы молодые весы, там до 30, чуточку до 35, то тогда в принципе не будет еще таких сложностей по жизни, да, еще есть момент передумать, исправить ошибки, это хорошо. Почему, в принципе, для многих знаков зодиака этот апрель будет сложный? Ну, потому что многие, к сожалению, зашли не туда и не развиваются. Большинство людей привыкло смотреть на социальные сети, как люди живут. Ребят, ну это обертка. Еще раз вам говорю, смотрите в начинку, выбирайте суть, выбирайте не показные отношения, а ту самую любовь и преданность в этих отношениях. Про это будет апрель. Выбирайте работу, которая не на виду, которая вот такая вот с понтами, да, не знаю, как еще, на какое слово подобрать, вот сейчас вот такое слово идет, да. Выбирайте работу, которая вам будет душевно нравиться, и тогда финансовый выхлоп от этого будет просто невероятный, да. Конечно же, понимаете, что мы стоим сейчас с вами на пороге сложного времени, и этот год, это только маленький такой сложный год, это только начало из сложных годов. Ребят, для того, чтобы вы понимали и рассчитывали свою силу и свой потенциал. 25-й год будет еще сложнее, весна, то есть ровно через год, в апреле месяце, мы вообще будем, я бы так сказала, самое приятное слово, это, наверное, удивляться от событий, которые будут происходить, да, и события 2022 для нас будут вообще такими: боженьки, там вообще было это все легко. Я вам серьезно говорю, и ковид нам покажется вообще очень простеньким. 25-й будет сложнее, 26-й будет еще сильнее, 27-й еще, ребят, и к 30-му году мы должны с вами подрасти и стать настолько миролюбивы друг к другу, в таком понятии, в принятии, что все люди братья, сестры, реально. Для того, чтобы сохранить эту планету в том виде, в котором мы привыкли видеть ее до 2020 года, как мир развивался, мы такие: вау, как классно и беззаботно было жить там, да. Ребят, поэтому
Заканчиваю вот такую историю про ваш апрель, месяц, который должен сложить определенные выводы в вашей голове. Помните, что если появляются трудности, они будут не очень сложные. На фоне других знаков зодиака не очень будет сложно. Будет много трудностей и такой коллапс в этом месяце у тех, кто слишком давно, ну, как бы испортили свою карму, потому что все-таки кармичный аспект Сатурна с Марсом в соединении на южный узел, это такой кармичный аспект. Все прошлые деяния записываются, и, конечно же, тогда выстрелит все это дело в середине апреля. Здесь, конечно же, не доводите до этого, понимаете, что если оступились, то всегда можно принять свою ошибку и пойти нормально дальше. И никому от этого плохо не станет, а самому станет еще даже лучше. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу, только, пожалуйста, оставляйте дату, время, место рождения и, собственно, вопрос. Вас становится все больше и больше, и я быстрее перехожу в ответы на комментарии, те, где написаны все данные. Поэтому оставляйте вопросы, если они есть, отважных жду на консультациях. В конце видео по классике актуальные ролики, если вы их еще не смотрели, посмотрите. «Весна возможностей» — это то видео, которое записано на 3 месяца. Посмотрев его сейчас, вы можете спланировать и свой май. Естественно, гороскоп на год. Смотрите, стройте планы в долгосрочную перспективу и развивайтесь, ребята, потому что нас всех спасет наше развитие. Еще раз говорю, развивайтесь и становитесь классным специалистом, партнером, семьянином, любвеобильным и дружным человеком, и тогда все будет точно хорошо. Ребят, спасибо большое, что были здесь, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!